Так. Всем здравствуйте, добро пожаловать на канал Леона Кики, с вами Леонора Юрьевна, и мы с вами продолжаем трогать Pathologic, третью часть. У нас как раз появились временные петли, сейчас будем с этим разбираться. Я сегодня максимальный тормоз, я не знаю, как я с этим разберусь, если честно, но с Божьей и помощью чата, да, как говорится. Так. У меня мемный случай был, когда я вывихнул челюсть, и у хирурга сижу, меня спрашивают, что произошло. Потом только вправляли и уже объяснялся. Блин! Ситуация смешная, конечно. Вернее, как там это говорится, да? Сообщение смешное, ситуация страшная. Что-то такое. Блин, а как ты вывихнул челюсть? Ты чё, совсем, что ли, куку? Я помню, меня когда-то в школе как-то очень сильно кто-то обнял из мальчиков, и у меня очень сильно болела челюсть, и думали, что там вывих. Даже вызывали, хотели вызвать скорую, а у меня ужасный, страх скорых. И у меня случилась истерика, я такая говорю, нет, с челюстью все нормально, пожалуйста, не надо вызывать скорую, у меня все нормально, я пошла на уроки. Прикол был. Привет, Игорсан. Ой, так, ну что, записи пошли. Так, игра пошла, музыку выключаем. Я зевнул с утреца сильно. Ни хрена себе! Вот это ты зевнул жестко, конечно. Очень жестко. Так. Ну ты больше так хоть не зеваешь, я надеюсь? У меня тут во лбу звезда горит. Так. Блин, если честно, не лучшая идея идти в таком тормозном состоянии, думать в Pathologic. Ну, ладно. Будем что-то придумывать, конечно. Так, продолжить. Так, здесь мне не рады. А где мы вообще? Напомните. Ага, я вот здесь вышла, и мне нужно дойти до управы, да? Так, мне нужно А как, подождите, как там путь проложить? Вот сюда. Блин, никак не обойти. А здесь что? В кабаке Петр строит невозможные конструкции из бутылок Тверина. Давай попозже туда сходим. Так, это вроде зараженная зона, да, насколько я помню? Да. Так. Мигрень. Да, это мигрень. Так. Как мне надо идти? Вообще мне просто по прямой надо идти, да? Блин, я что-то ни хрена не вижу. Туман какой-то вообще жесткий. Так, ну тут тупик. А как мне тут пройти? Подождите, меня что, обманули? А, я во двор зашла. Так, туман, там кто-то есть? Нет! Почему ты за... Ай-яй-яй! Ай, не трогай меня! И кругосоль? Не трогай меня! Ай-яй-яй! У меня спичек, кстати, больше нет же, да? Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал. Так, тихо, у меня сейчас тревожность вырастет, блин. Так, давай быстрее. Все, отлично. Ой, я не туда вышла. Ядрен батон. Так, ладно, а мы можем...
Давай в главное меню выйдем. Так, продолжить. Где я сейчас буду? Привет, Дазик, привет, Дексик. Так, давай еще разочек. Мы идем вот сюда. Пошли. Так, мне сейчас нужно чуть правее и прямо. А я пошла прямо направо вообще. Ваши фантазии бы исследовать профессионалу, Данковский. Пожалуйста, не пугайте меня, мне страшно. Нет, пожалуйста, нет, 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 нет. Блин, игра на самом-то деле, чем дальше, тем тревожнее. Мне сложно, я в такие игры не могу. Как будто вещи живут. Фух, я прошла? Фух, я прошла. Ой, не люблю я такое на самом-то деле. Тут реально, чем дальше, тем тревожнее. Так, хребтовка. Здесь безопасно. Это прекрасно. Так, был патч первого дня. У меня что-то случилось с фэпосами. Не нравится мне это, но ладно, выбирать не приходится. Так, мне нужно сходить на обмен и к управе, да? Мне можно побазякать, но я не буду. С ними со всеми можно побазякать, я так понимаю. Никогда не один. Сюда? Вещи. Не поняла. Это что за... А, я не туда зашла. Седло, ребро. Интересно вы придумали. Здрасте. Привет, сексуалка. Привет, добряк, здорово. А с кем меняться-то? Алло. Не с ним. А где кто-то наверху? Так, блин, у нее только одна спичка. А что это? Морфий, стрихин, орехи, пуля. Блин, ну такое себе. Ладно, давай морфий. Морфий тоже не хватает, да? Ладно, потом будем меняться. Я пока еще не лутаная, видимо. Я пока еще не лутаная. Так, времени у нас мало. Пора бежать, 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 бежать. Мне вроде вот в этот дом, да? Угу. Это же так игра, где пестиком пугаешь? Да-да-да-да-да-да. Можем здесь пугать пестиком. Так, мы пришли в управу. Мне сейчас нужно будет вроде госпиталь сделать, да? И начнется наш симулятор. Здравствуйте. Ух ты! А вы к кому? Здесь будто бы собрание проходит. Да что вы, никак нет. Собрания у нас запрещены. Привет, сексуалка. Вы серьезно? Кажется, полгорода пыталась сказать, что меня тут очень ждут. Так чума же. Нельзя собираться. Так про чуму и собрание. Так проходите. Там вот слева. Вас уже битый час все ждут. Ах ты звездобол. Привет, псих. Здорово, Ванечка. Здравствуйте всем. Здравствуйте, пирожочки. Так, спасибо. По-моему, вы надо мной издеваетесь. Ладно, спасибо скажем ему. Будем вежливые. Так, тут лутаться можно, нет? Надо полутаться, надо полутаться. Так, пока что я ничего не могу. А что здесь? Мы все берем. Орехи нашли, это хорошо. Так, а больше здесь лутаться негде, да? Здесь есть касса. А я не могу ее потрогать, потому что женщина ее заняла, да? Понимаю. Так, он сказал налево. Налево это сюда, да? Да, пойду направо. Так, тут лутать нечего. Эта комната так и закрыта. Привет, Чокоджин.
Так, тут турма. Турма закрыта. Так, тут турма, окей. Почему в управе, кстати, 3 камеры тюрьмы? Это очень странно. Почему именно в управе? Так, надо полутаться. Есть что? Так, есть шахматы. Самый быстрый мат ставится в 2 хода. Если играть так же, как они, управляют городом. Понятно. Так. Георгий Каин, судья. Брат Симона, по слухам, близнец. По другим слухам, младше его в 2 раза. Он всегда видел в мирском суде отражение суда высшего, потому и относился к нему со всей серьезностью. Но в душе оставался главным теоретиком идей Симона, зодчим и творцом общества и мира. Мне стоило прислушиваться к его речам с самого начала. Все это оптическая иллюзия. На самом деле город выглядит совсем не так. Бывают моменты, когда хорошие манеры перестают иметь значение, Данковский. Иметь значение, да. Данковский, врач и ученый. Так. Ауф. Лоюшка, спасибо тебе огромное, Жесть, за уже 20-й месяц волчьей стаи. Наши лапки в твоем распоряжении, уважение от стримера, чатика, прекраснейшие смайлики, мой тебе слюнявенького. Я забыла, что мне надо сделать другой захват, потому что вы не видите варианты ответов, а я их не всегда читаю вслух. Так, вот, все, теперь у вас все есть. Так, Данковский, врач и ученый. Симон хотел его знать, следовательно, он не может быть пустым человеком. Он нужен нам в штабе по борьбе с эпидемией. Скажи мне, чего ты хочешь, и я скажу, кто ты. На данный момент я хочу всего 2 вещи. Но не скажу, какие. Чат, угадайте, какие 2 вещи я хочу? Ладно, 3 вещи хочу. Дело не в том, что он сначала Он начал потрясать заслугами, требовать к себе особенного отношения в день чужого горя. Заносчивость полбеды, но он не умеет учиться и слушать. Симон в нем ошибся. Этому человеку нечего привнести в наши замыслы. Он интеллектуал, но душевный банкрот. Ничего себе, как можно культурно оскорбить человека, душевный банкрот. Сейчас речь не о замыслах, но о самом существовании города. В ворота стучится чума, и потом Симон ведь Господин Данковский, вы уже здесь, вас заждались. Я слышал конец вашей беседы и хотел бы принести извинения. Мне жаль, что я вас разочаровала, тем более оскорбил. Извинения не приняты, но мой брат прав. Вы врач из столицы, а значит, многие здесь будут искать ваши экспертизы, и мне лично, придется с этим считаться. Я поймаю их, когда они упадут, попытавшись на вас опереться. Чего? Поймаю их, когда они упадут? Поняла. Так, что ж, по крайней мере, вы способны повторить в лицо то, о чем шепчетесь за спиной. Спасибо, что согласны видеть меня на этом собрании. Так, странно прозвучит, но я даже не помню, в чем заключалась наша ссора. Забыли вы или не спите ночами, прокручивая тот разговор в голове, не имеет значения. Слова нужно было выбирать тогда, не сейчас. Георгий, остынь. Господин Данковский, невзирая ни на что, нам нужно объединиться для борьбы с общей бедой. У нас, городских правителей, есть ресурсы, у вас знания. Прошлую вспышку песчанки победил Исидор Бурах, но он мертв. Нам необходим врач. 3 вещи или 3 желания? 3, желания же. Я гопник, хозяин района, привет. Так, что-то мне волосы, мешают. Так, спасибо, Виктор, за голос разума. Приложу все усилия, но я не эпидемиолог. А готовы ли вы сами работать с квалифицированным врачом? Тут все слишком привыкли к суевериям. Давайте первое. Сомнения понятны, и все же, какие меры видятся вам первоочередными? Так, нужно открыть госпиталь, разумеется, изучать болезнь, создать лекарство так быстро вряд ли получится, но можно взяться за вакцину, которая защитит здоровых.
Так, нужен строгий регламент, оповестить людей, распределять воду и пищу, топливо. Налаженный быт спасает больше жизней, чем лекарства. Безопасность, дружины, комендантский час, заградительные кордоны. С чумой придет хаос, люди будут умирать от шального ножа, быть может, чаще, чем от заразы. Вы ведь знаете, я приехал совсем не за этим, я и сам теряюсь. Нет, нужно открыть госпиталь. Итак, в первую очередь, вы врач и мыслите как врач. Нам повезло, правителей у нас хватает, как бы не отдавили друг другу ноги. А лекарей недостаток. Вчера вы уже дали понять, что наш город и его история вас не интересуют, но все же вам стоит знать. 5 лет назад сырые застройки. Район, где обнаружили чуму, попросту заколотили, и люди в нем прогорели за 3 дня. Бродили слухи об исцелившихся, но это был вымысел. Песочная чума неизлечима. Город, скажем так, еще довольно молодой. У нас ни оборудования, ни масштабов, ни средств. Вам придется импровизировать. Так, было довольно глупо после первой вспышки не оборудовать здесь хотя бы госпиталь. О многом говорит. Я бы не стал главой Танатики, если бы был плох в импровизации. Так, сырые застройки заколотил Исидор Бурах, верно? И велел считать всех внутри мертвецами. Первое. Ваших оценок наших дел никто не ждет. Меня этот судья бесит. Кисонька, привет. Я желаю вам удачи, бакалавр. Мы в одной упряжке, и тянуть ее в разные стороны подобно смерти. А вы, насколько нам известно, смерть мечтаете искоренить. Начните же со смерти города. Так, спасибо, Виктор, и вам, Георгий, за прямоту. Надеюсь, ваша семья мне хоть мешать не будет. Я бы предпочел обсуждать с вами иные темы в иных обстоятельствах, но судьба злая шутница. Ну... Мне не нравятся все 3 ответа, если честно. Ну ладно, давай первый. И чё, все? На этом мы поговорили? Так, Влад Альгимский, босс. Почему босс? Потому что одной О не хватает для такого великого босса? Владелец проекта «Быков», то есть всего комплекса предприятий по забою быков и превращению их в еду и товары. Его брюхо столь же необъятно, как и его бойни и его уверенность в собственной силе. Альгимский сумел прогнуть под себя целый народ, поставив себе на службу древние мифы. Он не любил никого, кроме дочери. Скоты. Нет, не нужно было потакать их прихотям. Бакалавр, вы тут зачем? У нас семейное дело. У вас есть семья, бакалавр? Так, значит, чума семейное дело. У вас поистине необъятная семья. Сколько тысяч человек тут проживает? 10, 12? Есть в столице. Моя семья — это моя лаборатория. Давай второе. При всем уважении, бакалавр, вы тут не нужны. За вкус не ручаюсь, а горячо будет. Ой, какой голос классный, блин. Он вроде какие-то документалки озвучивает, да, обычно, насколько я помню? Что-то знакомое, как будто из детства. Мое терпение скоро иссякнет, босс. Я продолжаю настаивать на том, чтобы вы относились к нашему гостю как подобает. Я пригласил его на это совещание. Чужака и в дом. Вы уверены, что он действительно такой ученый? Специалист как раз по нашей общей беде. Не делайте вид, будто вы забыли, что было во время первой вспышки. Не выжил почти никто. Да, мы пока не уверены, что это снова та самая песчанка, но если да, Исидора больше нет, нам позарез нужен врач. Любой врач, иначе... Уважаемый комендант Сабуров берет первого попавшегося. Что за комедию вы ломаете? В городе нет даже больницы, а вам подавай выбор врачей. Достаточно. Перебранки недостойны деловых людей. Ссоры не приведут ни к чему, кроме катастрофы. Мы ссоры из избы не выносим.
Если он отвезет в столицу отчет о наших порядках с городом, где мы чаяли строить новое, можно будет попрощаться. Он мега-босс от Хуга-босса. У меня голос детства Клюквин, а я не знаю их по фамилиям, к сожалению. Так что ничего не могу сказать. Так, что у нас тут вообще? Так, может и чума у вас, потому что вы ссоры с мужьми не выносите. Где ссор не выносят, там обычно такая чашка Петри. Вы скрываете что-то? Что вы сделали, Альгимский? Признавайтесь. Ага, так он и признался. Да, в столице свободы не любят. Это вполне я испытал на себе. А вы еще, выходит, непуганные. Забываетесь. Не шутите со мной, бакалавр. Мы тут, если хотите знать, люди опытные. Все меры приняли, и без вашей помощи термитник закрыт. Бойни закрыты. Вакцину сделали. Распространяем уже. Вы не нужны. Так, с этого места поподробнее, что еще за вакцина. Так, термитник, да, слышал о нем, это ваше заводское общежитие. Представляю, какие там условия. Кстати, его нужно немедленно осмотреть, назначить человек 50 мне в помощь. Сколько? Так, с этого места поподробнее, что за вакцина. А Влад Альгимский-младший уже испытал первую вакцину. Результаты, кажется, обнадеживают. В каком смысле испытал вакцину? У него есть квалификация? Сын мой уж получше вашего разбирается, потому что тут его дом. Он в своем праве. И результат? Имеется результат. А где я могу посмотреть на ваш результат? Вы снова забываетесь, уважаемый бакалавр. Отчитываться перед вами я не обязан. Нет, он не врач, но вакцина как будто и правда помогла нескольким людям. Нескольким. Да всем. Всем она помогает. Мы вот ночью ввели, так сказать, добровольцу, и жив курилка. Бегает. Жив курилка бегает, мне нравится. Буду в выписных листах теперь так писать. А бегает он в термитнике? Так, посмотреть на него можно, на вашего добровольца? Говорю же, в термитник не пущу. Термитника не нужно. Андрей Стаматин утверждает, что давал это средство своим людям в разбитом сердце. Это питейное заведение возле заводов. Туда вход точно свободный. Так, ясно, проверю, что там за варево. Что я еще должен знать? Вы должны знать, что вам здесь не рады. Тогда мне придется на время покинуть ваше чрезвычайное совещание и вывести кого-то на чистую воду в разбитом сердце. Так, что у нас тут? Младший Влад испытал некое средство уклада против песчанки в кабаке. Но мне надо и так, мне надо в кабак. И так, и так. Так, тут больше ничего нет, да? Пчелка Майя, Альф, Коломбо. Вот Коломбо, наверное, помню. Вот вещь уже. Так, мне нужно вот сюда. Так, идем на вот этот выход. Вот сюда. Альфа? Я его не очень смотрела. Я почему-то не любила вот этих вот рослых кукол. Прям... Я не любила вот такие вот шоу. И не любила эти... Блин, а почему мне нужно идти через этих два района? Ё-моё. Да ну... Тут же вот можно зайти.
Блин, ну вот вопрос, если я вот здесь пройду, дадут ли мне здесь пройти или нет? Вот отсюда, типа сюда. Так-то входы здесь нарисованы, но здесь из района в район нужно переходить там, где игра хочет. А здесь игра показывает вот здесь идти через эти два района неблагополучных, блин. Мне это так не нравится, капец. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, пошли, не будем время тратить. Ой. Так, как мне нужно идти? А почему в обход? Можно же прямо пойти. Так, здесь лутать нечего. Есть чего. Они сюда? Да. Каждый скрип, как выстрел. О, я пробежала этот район, а что это я его? Ну ладно, мне наоборот в кайф. Так, что мне нужно? Давайте посмотрим. Так, во-первых, там что-то лежит. Но мы это не трогаем. Так, сюда можем зайти. Так, обычно Петр прожигает жизнь в кабаке брата. А кабак у нас... Получается, мне нужно вот здесь пройти, да? Я помню эту карту, кстати. Только здесь тогда забора не было, кажется. А так вроде... И вот этого забора, кажется, тоже не было. Так, где тут... Вход-то? Вход-то есть где? Никогда не один. Всюду вещи. Вещи, вещи, вещи. Он даже Фолычи первый вроде озвучивал. Не, это достаточно известный голос, он много где был, это-то да. А в Танатике было Те, тихо. которые особенно на рынке уже давно, они много чего озвучивали, и некоторые, естественно, очень такие запоминающиеся. Так. Я, кстати, до сих пор ни одного зеркала не встретила. Прикол. Так, тут пусто. В этот раз, кстати, бар здесь поприличнее выглядит, насколько я вижу. О. Давай посмотрим на красоточку. Надо же, степнячка в балете кабака. Им вообще так можно работать в городе? Думаю, нет. Механическое пианино. В столице пианистка отвергла Андрея. С тех пор он презирает пианистов. Может, задержимся тут на пару ночей? Все равно вакцину они уже нашли. Да там шмурдяк какой-то, а не вакцина.
Так, Андрей Стаматин. Архитектор в мании, зодчий, владелец кабака, весельчак и убийца. Андрей недолго учился со мной в университете. Мы познакомились во время студенческих бунтов. Я сам зашивал ему рану. Неожиданная встреча. Андрею всегда было тесно в рамках догмы и морали. Лишь дурак решил бы, что в городе он будет спокойно разливать твирин и ничего более. Что там с братом? Нет от него вестей. На ногах этого человека я вижу пыль мостовых моей милой столицы. Фанфары. Держу пари, ты меня уже где-то встречал. Погоди-ка, в университете это ведь ты жонглировал ножами на столе. А, помнишь? Как мы тогда натянули нос этим негодяем? Ты сначала сидел в углу, таким тихоней, а потом стрелка того из руки Стрелка? Чего? А потом стрелка того за руки схватил, когда они пошли в разнос. Смелый поступок. Эх, хороши студенческие годы. И посмотри, где я теперь. Помню, но ты же был не медик, да? Вы обычно своей компанией кутили. Нет, друг мой, не медик, совсем наоборот. Я архитектор, и притом один из лучших. Почему наоборот? Я Андрей Стаматин. Ворота вниз, ансамбль аллеи героев, лестница наоборот, дом, за который я удостоился изгнания из ассоциации архитекторов. Хотя это все мы с братишкой, но лавры все ему, а мне проклятие, так уж повелось. Так, в самом деле, я и не знал, что это все твои работы. Наше знакомство – честь для меня. Так, а теперь разливаешь выпивку в провинциальном кабаке. Вот так биография. Ну, не будем мы его унижать, давайте первое, да? И радость для меня, а ты, стало быть, приехал из столицы. Ну что там, как поживает наш университетский двор чудес? Сапега жив еще? Он, сволочь, мне изрядно должен, между прочим. Не знаю, давно не бывал и ностальгии по альма-матер не испытываю. Я степень защищал уже не там, а в академии. Для университетских старцев моя тема была, пожалуй, слишком смелой. Мертвых, что ли, воскрешал? Почти. Исследовал границы человека, решил немного пододвинуть смерть. Ну, раз уж ты сюда пришел, скажи, уже попробовал твирин? Это особенный напиток. У местных трав причудливый характер. Настойки на них что-то небывалое вытворяют с человеком. Признаться, я увлекся этим делом. Архитектура стала утомлять. Нет, не пробовал, берегу мозги, не успел пока, вообще рад, что встретил здесь кого-то из прежней жизни. Еще поговорим, но я сейчас хотел спросить кое-что по делу. Ну что же, каждый сам себе хозяин. Твоя, как говорится, жизнь, тебе ее и портить. И чем тогда могу порадовать тебя? Говорят, через твое заведение распространяют какое-то средство, якобы вакцину от этой вашей дьявольской песчанки. А почему бы и нет? Кто не рискует, знаешь, тот не пьет. Так, а кто рискует, тот еще и не ест, не дышит и частенько дальше вовсе не живет. Так, расскажи-ка поподробнее. Ты слыхал, что 5 лет назад эта зараза уже приходила в город? Так вот, здешние черви времени даром не теряли и соорудили средства от нее. Зовут мертвой кашей. Младший Альгимский пришел ко мне, предложил раздавать через кабак. Это он ловко придумал. Что еще за черви? Адонги, не встречал их? Людей напоминают, отдаленно. Будто кто-то лепил из глины портрет и на середине бросил. Это и есть черви. Пастушеское племя. Чувствуют быков, знают травы. Соль земли, так сказать. В общем, на этих можно положиться. Иногда народная медицина изобретает что-нибудь полезное, но, прости, не могу не усомниться. Вот уж не думал, что тебя таким можно напугать. Ты же врач. Ну да, варивай с травы с кровью чумного. Может, с потрохами или чем еще. Делаешь надрез, втираешь чуточку и можешь спать спокойно. Вакцинация как есть. Да.
Вариоляция, положим. Ты осознаешь, что это может быть кратчайший путь в могилу? Обернись! Видишь танцовщицу? Ей вели эту штуку вчера. Потом она ходила к любовнику через больной район, и ничего, жива, отплясывает. От песчанки умирают часов за 5, за 8, кто покрепче. А этой хоть бы что. Надеюсь, Альгимский-младший начал эксперименты на людях с себя. Не паникуй, профессор. Работает степное варево. Точно тебе говорю. Я и сам перед твоим приходом собирался его испробовать, да отвлекся. Так, значит, танцовщица поучаствовала в эксперименте и пока жива, я должен немедленно ее смотреть, после вернемся к этому разговору. Так. А что там за хулан какой-то у меня? Гриф помер, да? Так, планшет. Ага, все, у меня планшет появился. Вот, хулан. И Аргачин тебя прислал? Почему его нет? Кто ты? Зачем ты здесь? Яргачин? Кого вы так называете? Я уже начинаю уставать от степных ребусов. Так, как много вопросов. Андрей Стаматин указал мне на вас. Что тебе нужно, Эрдем? Я врач. Мне сказали, вы получили дозу мертвой каши и ходили через чумной квартал. Хочу узнать, как вы себя после этого чувствуете, на что жалуетесь. Не жалуюсь. Хорошо живу. Сердце болит только. Сердце, значит. Какие боли? Колет или печет? Весь день только или в ночи? Сжимается оно. И колотится, как мотылек в стекло. Человек один мне по сердцу. Не из Хатанге. Привет, Валерчик. Может, и нам попробовать? Ну, Лёш, давай сам. Сам попробуешь, да? Любезная, вы про душевные страдания, что ли? Так, меня интересуют симптомы, а не ваши чувства. Я серьезно спрашиваю. Так, не из Хатанге, не из уклада, не из народа, не из степи. А у вас запрещены такие связи? Впрочем, неважно. Расскажите про физические ощущения в теле. Тело без души не болеет, Эрдем. Если боль, она повсюду. И сердце болит, и ноги не слушаются. Так, можно поподробнее? Здесь никто не понимает, хорош ли мой танец. Раньше я танцевала не здесь, не в стенах, на земле. Говорила ногами с матерью Бодха. Потом настал голодный год. Я пошла на бойни мять ногами кожи. То есть у вас довольно резко поменялся образ жизни? В бойнях тяжело, в термитнике тяжело. Не смогла там жить. Тесно, каменно, далеко от земли. Ушла. Потеряла кровь, потеряла сердце. Теперь танцую в стенах. 300 человек хором зевнуло. Ну, спасибо, что говоришь, что у меня тут скучно, Валер. Ты прям душка. Так, и давно вы поменяли бойни с термитником на кабак? Почему нельзя было вернуться в степь? Я сказала себе, Адем, сердце мое больше не в степи. Сердце моему больно и маятно. Не утешит его степь. Понятно. Скажите, а недомогание вы почувствовали еще в термитнике? Там ноги мои стали непослушными. Там голова потяжелела. Мугазар. Дурное место. Вот как, спасибо. Мне было чрезвычайно важно выяснить, как давно вам стало нехорошо. Так, вероятно, некая болезнь поразила организм до опытов на людях Альгимского-младшего и до прогулки через зараженный квартал. Надо разобраться. Биющее ойлгоногуйб. Ты все спросил, Эрдем? Больше не нужна тебе? Если вы позволите, я осмотрю вас, вдруг найду на теле еще симптомы. Здесь все на меня смотрят, Эрдем. Ты тоже смотри. Все-таки отойдите с общего обозрения, необходимо полностью раздеться. Так. Так, ну туловище ок. Пузика прикольная.
А эти степняки кто такие? Просто бродяги, живущие с природой, типа друидов? Ну, как я поняла, да. Так, открыть планшет. У нее какая-то сыпь, прыщики какие-то, шрам есть. Так, ихтиоз. Так, при ихтиозе наблюдается неравномерная пигментация кожи, образующая узор из пятен темного оттенка. Нет. При каменной болезни служит роговение кожи, ее покрытие трещинами. Нет. Кожный зуд, покраснение, сыпь. Экзема, язвы, укусы, пожелтение. Нет, у нас есть сыпь. Так, у нее боль в груди. 130 это частый пульс или нет? Остальные почему не сняли? Кто что не сняли? Так. Блин. Что она там еще говорила? Сыпь, боль в груди, ноги подкашиваются, да, у нее вроде. Но тут такого нету. А, нет, потеря координации. Пойдет. Как при быстром беге. Но она танцует. Давайте, ладно, частый пульс поставим. Так, давай дальше смотреть. Это как раз, видимо, порезку до это все. Так, руки спереди нормальные. Руки сзади нормальные. Ноги спереди нормальные. Ноги сзади нормальные. Так, стоп, нет, мы вернемся. Спина. Кожа воспалена, прыщи, сыпь, укусы. Какая-то царапина, просто мелкая травма или такой зуд, что расчесывают до крови. Так, туловище вроде ничего больше не было. Сердце чистит после танца или все же симптом? Она ведь жаловалась на сердце. Телосложение крепкое, сразу видно, что имеет регулярные нагрузки, изможденной не кажется. Так, ну тут руки норм вроде. Так, открыть планшет. А жжение в области сердца, это вот оно? Вот так получается, да? Так, вычеркнуть. Головная боль. Блин. Что в описании к жжению? Боли в области сердца говорят о его поражении и структурных изменениях. Не следует путать с болью в груди и простой изжогой, локализованных в другой области. Вот. Блин, а что она с головой говорила? Что-то она говорила с головой у нее. Так, ну слизистые мы не смотрели. Ой, зрение тоже. Диарея, тошнота, отрыжка, изжога, плохой аппетит. География. Что за география? В переводе с греческого поедание земли. Господи, нет. Боль в животе, дистрофия. Нет. Так, ихтиоз, покраснение, экзема, так, укус насекомых, пожелтение кожи. Так, боль в груди, кашель, кашель с кровью, затруднение дыхания, цианоз. Затруднение дыхания. Да вроде не оно.
Так, частый пульс, слабость, лихорадка, поражение вен, гематомы, сильная бледность. Замедленный пульс, галлюцинации, головная боль, гидрофобия, провалы в памяти, булимия. Так, ну вроде... Почему-то не могу... А, это симптомы прям вычеркивать, да? Так... Выход. Так, говорить. Спросить кое-что о том, что заметил у вас на теле. Я же не Менху Эрдем. Я понимаю только тело Земли, а тело человека не понимаю. Что я тебе скажу? Зато вы что-то понимаете в собственном теле. Скажите, сердце у вас заходится после танцев или все время? Зурхен, сердце мое непутевое. Теперь всегда бьется, как от танца. Всегда не на месте. Выскочить норовит, к любому прижаться. Не уверен, что дело в любви. Частый пульс – это ведь тоже симптом некоторых заболеваний. Не понимаю, зачем расспрашиваешь, но раз Андрей Ахай тебя послал, значит, так надо. Что у вас со спиной? Кожа воспалена, расцарапана, видна какая-то сыпь или прыщи. Спина горит, Эрдем. В кровь могу разодрать, как горит. Только от холодного успокаивается. Не припоминаете, вас кусали насекомые? Не помню, что уж упомнить по осени. Сейчас мошки много, Тиме Олон. Но когда мошка кусает, на другой день легче становится, а у меня все сильнее и сильнее спина горит. Тем не менее, насекомые могут быть переносчиками. Да, пожалуй, это наиболее реалистичная гипотеза. Значит, кожная симптоматика. Что ж, я в одном шаге от постановки диагноза. Так. Что у нее еще тут было? Подождите. Мне нравится твоя поза. Рисуйте меня, пока я красиво лежу. Ну что, я максимально удобно легла, чтобы получать полностью удовольствие. Кожный зуд, наверное. Получается, это лимфотонит, да? Но у нее галлюцинаций нет. И поражений губ с экземой тоже. Значит, это лимфотонит. Ну, получается. Что это вообще за болезнь? Природное очаговое заболевание, вызываемое хилококком, Yersinia pestis. Заражение происходит из-за контакта с зараженными пациентами, загрязненной водой или от укуса комара, переносящего бактерию. Зараженный испытывает слабость, головную боль, в некоторых случаях головокружение. Место укуса зудит, позже на теле появляется сыпь с образованием язв. Пациент испытывает постоянный зуд, язвы могут кровоточить. При низком иммунитете и постоянном расчесывании язв пациент сталкивается с осложнениями, что часто приводит к смерти. Группы риска скученно живущие люди, лол. Блин, а если жгучая? Ну, то же самое, только с губами. Мышиная лихорадка. Острая бронхопатия. Блин, ну вроде как подходит лимфотонит. Зря спросил, я же чай пью. Ну все, приятного тебе. Скученно. От слова куча. Простите, учитель. Ладно, ставим диагноз. Вы действительно хотите поставить диагноз? На сегодня расследование закончится. Вечером в омуте вам сообщат, был ли диагноз верным. Нет, подождите, я еще подумаю. Тише, голова. Просто не трогайте меня в это время года. И вообще ничего тут не трогайте. Ты Петра случайно не видел? Мне сказали в кабаке его искать.
В этом весь ты, Донковский, как Ахиллес из той притчи. Всегда на шаг позади черепахи. Петр только что ушел. Странно, что вы на входе не столкнулись. Куда он пошел, не знаешь? А куда обычно идут из кабака? У Петра один маршрут. Сначала в бутылку, потом в кровать. Тебе зачем? Тебе чего от него надо-то? Ничего особенного. Пара вопросов про многогранник и все. О, удачи. Последний раз, когда его про многогранник спрашивали, он недели из запоя не выходил. Понял, постараюсь быть осторожней. Так, ну, блин, я не знаю. Ставим диагноз ей? Так, блин, ну осматривать вроде не надо. Ладно, лимфонит. Пускай будет. Пойду-ка сообщу Андрею, что он не совсем прав насчет вашего состояния здоровья. Так. Брат говорит. Какой ты мне брат? Братом был, да чертом стал. Да, Кромочка, я очень компактненькая. Я же маленькая. Пока ты возился с Плесуньей, я вспомнил, что в столице открыли какую-то экстремальную лабораторию по истреблению смерти. Потешно называется вроде бы эротика. Слышал что-нибудь о них? Твой профиль. Так, я погляжу знатный... А ты, я погляжу, знатный зубоскал. Танатика. И что же ты о ней слышал? Ну, чё зубоскал-то? Это моя лаборатория. Высоко же ты взлетел, значит, больно будет падать. Ничего, еще полетаю, если, конечно, успею выбраться вовремя из этого городка. Мы, видишь ли, с тобой, товарищи, не только по университету, но и по несчастью. Мои творения ведь тоже в списке на уничтожение за... Как там это было? За интеллектуальный экстремизм и античеловечность. Я следил немного, интересно было, что еще пойдет под нож. Не только из архитектуры. И вот мы оба здесь в ответ на эти меры. Этот дамоклов многогранник, который нависает над моим жилищем, твоих рук дело. Узнал почерк, да? Моих. Хотя больше брата, он у меня гений и бриллиант. Надо вас свести, но это потом. Ты скажи, как тебе моя Плесунья? Она тут в качестве кого, прости за любопытство, присутствует? Танцует, в общем-то, для таких, как она, это не труд, а образ жизни. Травяные невесты, слыхал? Босыми ногами трогает землю, земля родит в ответ им твирь траву. Я из нее готовлю фантастическое зелье, все рады. Боюсь, танцевать в степи и в кабаке на потеху не одно и то же. Я не пойму, ты меня упрекать надумал? Силой никого в кабак не тащу, сами приходят. Так что, Плесунья, ты вроде хотел проверять, как она после мертвой каши. Насчет мертвой каши не уверен, признаков чумы, кажется, не наблюдаю, но дай ей выходной, иначе она больна. У нее другое инфекционное заболевание, потенциально заразное. Танцовщица говорит, что она у тебя недавно, а прежде жила в термитнике, наверняка там и подхватила. Это ж главное, что не чума. От всего остального всяко вылечат. Хоть бы и ты. Согласен лечить нашу Хулан? Погоди, как ты сказал, Хулан? Я слышал это имя, она же говорила мне. Влюблена, избранник не степняк, Андрей. Она... Когда это будет, как посчитать, завтра умрет? От чумы, а послезавтра ее любовник встретится мне на складах. А говоришь, Донковский Тверина не пробовал. Может, тебе и впрямь не надо с такой-то головой? Ты сам-то понял, что сказал? Только что мне подтвердил, что у Хулан другая хворь, не песчанка, и вдруг будто бредить начал. Так, ты говорил, что Хулан ходила через Чумной район к любовнику. Любовник бандит?
Да, это он только выглядит так, а на деле добрая душа. Припугнет и отпустит. Он знаешь, как вашу врачебную братью зовет? Лепилами. Мол, тяп-ляп и готово. Зовите следующего пациента. Я только от него такое словцо узнал. Так, столичный Лепила. Да, это он. Этот человек рассказал мне, что Хулан умерла от чумы. Да вот же она стоит, жива-живехонька. Донковский, что ты совсем? Ты присел, отдохнул. Такую чушь несешь. С недосыпа? Аль перебрал чего? Да, считай, что от недосыпа у меня язык заплетается. Я хотел сказать, что все-таки подозреваю у Хулан чуму. Как так? Голова кругом. А другая хворь, которую ты у нее отыскал, ошибся, выходит? Нет, другая болезнь есть, и она может замедлять развитие чумы. Гипотетически она Надо проверять, но чтобы все это... Господи, но это все бы объяснило. Объяснила бы нетипичную клиническую картину. Может, наведем здесь панику? Пусть все боятся. Тут же путешествие во времени, а мы знаем о том, что было в будущем. Да. Мы знаем, что будет в будущем, но мы можем это исправить в прошлом. Подождите секунду, у меня кот. Ой. Я имею в виду, персонаж игры знает о будущем или только мы? Нет, знает, конечно. Конечно, знает. Конечно, знает. Так, думаю, только инфекционных... так, подожди, я думал, чем ты здоровее, тем больше шансов, что убережешься. А ну вон как, чума, оказывается, больных медленнее доедает. Невкусно ей, что ли? Думаю, только инфекционных больных. Другая инфекция протекает острее, и мы не наблюдаем какое-то время признаков чумы. Это еще не доказано, просто гипотеза, но лучшая из тех, что у меня есть. И что теперь? Заберешь Хулан на опыты? Кабак мой разгонишь? Не впускай новых людей в кабак, не выпускай тех, кто уже здесь. Ты-то сможешь. И понаблюдай за теми, кто больше всех контактировал с Хулан. Деловой какой, ты посмотри. В столице натренировался. Пробирками командовал. И что, маршировали они у тебя? Блин, я ему сейчас врежу нахрен. Маршировали. И, кстати, дай-ка мне с собой образец мертвой каши. Остальные запасы уничтожь, целее будешь. Так, у меня мания снова. Да что ж такое? Блин, у меня нету того, что понижает. Fucking shit. Ну ладно. Ладно, побегаем пока. Почему нельзя банить перманентно персонажей игр? Что за странные вопросы? А зачем вам кого-то банить? Как будто вещи живут. Так, что мне нужно? Живет, работает Петр Стаматин, самый яркий и опасный среди утопистов. Так, и еще мне нужно в управу, да? Пропаганду тюленя? Это как? Пропаганда. Типа тюленица? Ты хочешь пропагандировать, чтобы тюленица? Мне нравится такая пропаганда, давай. Я бы с удовольствием вообще сейчас потюленилась бы. Опа. Здрасте. Город шурчит.
Так. Мне надо вот в этот дом, да? Закрыто. А вот это случайно не он там ушел? Блин, я не совсем понимаю, куда мне. Не могу разговаривать, мир пляшет в мании. Да в смысле, уже все кончилось. Блин. Не совсем понимаю. Здесь закрыто. Только одна дверь активна, но зайти туда я не могу. И что делать, блин? Но мне точно вот этот дом нужен. И зайти надо вот в эту дверь, да? Вот в эту. Но здесь закрыто. А что делать-то? Поговорить. Мишка, маленькая бука, одна из множества сирот этого города, взялась непонятно откуда, будто из земли. Растет сама, как сорная трава, кем станет, неясно. Где же моя куколка? Кто ее покормит? Дядь, дайте орех. У вас есть орехи? И мне орех. Я тоже хочу орех. Так, скажите-ка, дети, вы случайно Петра Стаматина не видели тут? Он в этом доме живет. Не знаю никакого Стаматина. Он про Джина говорит. А, про Джина? Джина все знают, он же волшебник, умеет орехи в истории превращать. То есть вы его видели? Куда он пошел? Вот были бы у вас орехи, мы бы сказали, а так какой смысл? Мы не настолько близки, Эль. Ну и все, пока. Так, что вы с ними делать-то собираетесь? Так, кроме орехов что-нибудь интересует? Давайте, что делать? А вот так трясешь его и к уху прикладываешь. В орехах души людей спрятаны. И если ты умеешь слушать, можно имя узнать. Или даже больше. Историю души, которая в орехе поместилась. Джин лучше всех умеет орехи слушать. Рассказывал нам истории их. Мы как орехи находим, ему несем. А я ведь тоже немножко Джин, тоже знаю много историй. Давайте так, вы мне скажете, куда Джин пошел, а я вам историю расскажу. А давайте проверим. Вот, держите орех, что он вам говорит? Дай-ка послушаю. В этом орехе живет душа красавицы Лилит. Однажды исчез ее брат Тишка, она пошла искать его, потерялась и нарвалась на стаю шакалов. Так, в этом орехе заточена душа Тишки. Однажды на ярмарке он увидел, как шаман Баавай оживляет татуировки на своем теле. В этом орехе стонет от боли душа шамана Баавая, который жил тем, что похищал детей на ярмарке. Однажды он похитил мальчика Тишку и превратил его в шакала. Хорошо, наверное, быть шакалом. Вон они как воют. Может быть, но сестра Тишки Лилит не оценила, пошла искать брата, чтобы расколдовать. Ты смотри, как заливает. Неплохо, дядь, но есть подвох. Орех, который я дала, пустой. Там нет души. Вы все выдумали. А что было дальше? Что случилось с Лилит и Тишкой? Зачем ты спрашиваешь? Он же нас обманул. Я знаю, но мне интересно, что было дальше. Пусть расскажет. Давайте так, вы скажете мне, где Стаматин, а я в следующий раз расскажу вам историю, всю историю Лилит и Тишки до конца. Он ушел, сказал, надо с другом поговорить. Мы спросили, можно ли нам с ним к другу в гости, а он сказал, что нельзя, потому что друг его давно умер, и он к нему ходит сам, один на один. Это что за мистика такая? Он с мертвыми разговаривает? А вы что, никогда с мертвыми не говорили? Какой же вы странный. Я к своему братику на кладбище каждый день хожу, рассказываю ему истории, которые рассказал мне Джин. Так вот в чем дело, он на кладбище, значит, пошел. Спасибо, дети. Так, карта мыслей.
Так, что у нас еще тут? Кладбище вот здесь. Насколько это близко? Мы сможем пройти? Или нет? Нет, мне дальше надо. Сюда. Ласка, смотрительница кладбища. За могилами следила совсем юная девочка, прозрачная, как травинка. Она утверждала, что умеет говорить с мертвыми, и горожане Энмассе верили. Заторможенные реакции, рассеянное внимание. Полагаю, мать крепко пила при беременности. Меня здесь забыли. Потюлениться — это побороться на кровати? Нет, это как раз-таки исключение любой борьбы на горизонтальных поверхностях. Ты, как тюлень, принимаешь горизонтальное положение и лежишь. Борьба исключена. По-моему, если с мертвыми разговаривать, то возникает много вопросов, особенно у правоохранительных органов. То, не знаю, у вас что, не было? Ну, хотя, это, наверное, надо спрашивать у людей, у которых кто-либо умер. Вот. Такие люди очень часто на самом-то деле разговаривают с погибшими родственниками. Ни орехи слушать не умеют, ни с мертвыми разговаривать. Ты вообще хоть что-то умеешь? Да, умею насылать понос даже через благословение. Сильный такой. Представляешь, насколько сильно, если после этого благословения накапывает там... Либо банить умею еще. Вот 2 дела умею делать. Еще умею донаты просить. Дай денег. Денег дай. Вот. 3 штуки, которые я умею делать. Так, откуда ты знал, что я приду? За Петром вечно кто-то идет по следу. Чаще всего за ним ходит чувство вины. Иногда оно принимает форму человека. Сегодня, кажется, оно явилось в образе врача. То есть он был тут. Куда пошел потом? На кладбище он всегда только к одной могиле ходит, Фархада. Только он ушел уже. Может, дочь Каин их видела куда. Ей тоже сегодня понадобилось кладбище. Фархад. Красивая у него могила. Настоящее произведение искусства. Стаматины на все... Так, ее построили стаматины в знак уважения, горя и раскаяния. Раскаяние, они перед ним виноваты? Об этом я говорить не могу. Фархад не разрешает. Не разрешал при жизни, очевидно. Теперь он мертв, и мнение свое, возможно, изменил. Нет, почему же? Я его не забываю. И говорю с ним так же, как и с другими мертвецами. Я так тихонечко, щекой к земле приникну, и слышу голоса из-под земли. Ты, девочка, лучше такие вещи незнакомцам не говори, а то еще подумают чего. Что? Как же отвратительно, что великим неизбежно завидуют. Ты завидовал близнецам, а она – матери. Но ее земля почему-то еще носит. Зависть – жалкое чувство. Вам ли не знать, Ан Даниил, жалкие люди всю жизнь кусают вас за пятки. Это ясно, как божий день. Что вы не жалуетесь на это, а значит, не пристало жаловаться и мне. Чем я могу вам помочь? Я ищу Петра, вы его видели? Он был здесь совсем недавно, я не смогла с ним поговорить, меня отвлекли. Петр ушел куда-то в западном направлении. Так, надеюсь, запад в вашем городе находится примерно там же, где и в других людей, прощайте. И все-таки не покидает чувство, что я застал вас в постскриптуме какого-то очень нервного диалога. Так, получается, здесь мы больше ничего не сделаем, да? Какой-то вороний камень. Туда надо сходить. Шо? А я тут не выйду. А как мне сюда выйти? Так, ну тут выхода нет, значит, идем на выход с кладбища, да? Какая щедрая акция. Купи... Чего там? Купи 2 заказа на понос и получи 3 в подарок. Блин, но мне надо в управу, пока день не кончился.
Блин, опять сейчас тревожность будет на максимум, да? Почему мне путь прокладывает вот сюда? Кто-то явно издевается надо мной. А! Где эта сучка? Так, я правильно иду? Да, я почти вышла. В смысле? Что за фигня? Какого хрена? Я же ее изгнала. Меня за нитки. Нечестно, я считаю. Блин, пока 12 не стукнуло, пожалуйста, пустите в управу. Пустите в управу, пустите в управу. Шесть минут осталось. Все, что ли, закончилось? Нет квеста? Да ну, нет, успела. Нормально. 5 минут! 5 минут до закрытия управы! Бежим! 3 минутки! 2 минутки! Блядь! Бежим! Быстрее! Да что ж ты не бежишь-то, козел? Все, полночь. Бля. Я успела? Я успела. Так, разговора со мной ищет местный мясник. Странно же он смотрится в управе. Так. Да, вчера была удачная ночь. Так, значит, вы фаталист, не ожидал. Вы осмотрели танцовщицу, что скажете? Я ему рассказала или нет? Что за службу приходят в этом соборе. Так, инициатива наказуема. Младший Влад решил спасти город подозрительным средством от уклада. Надо срочно поговорить с ним, чтобы он пока не наломал дров. Так, Гаруспик, Артемий Бурах. Медведь, потрошитель. У этого человека будто было новое имя для каждой компании. Его знали как местного знахаря. Менху, как хирурга, как полукровку, как убийцу. Не любили, но уважали. Он совершенно не понимал, чем в действительности интересен его родной город. Мы будто шли по одной улице с разных сторон. Воля сделает любой выбор правильным. Это так. Сперва показалось, в управе переставили мебель. Потом понял, мебель та же, но запах сменился. Новый человек. От меня так как-то особенно пахнет? От всех как-то особенно пахнет, Мшен. Ты не исключение. Так, я, скорее всего, пожалею о том, что спросил, но чем же от меня пахнет? Одежда пахнет сажей и гарью. Так всегда пахнут те, кто живет в столице и недавно сошел с поезда. Что касается тела, ты пьешь мало воды, организм обезвожен. Отсюда запах тины. Организм дает понять, что хочет воды, но ты его не слушаешь. А диагноз по запаху – это что-то новенькое. Семейное. Обостренный нюх. Отец всегда заранее знал, кто сейчас постучит в дверь. Люди думали, что это колдовство, а это были всего лишь запахи немытых больных тел, с которыми он каждый день работал. Ваше здоровье. Так, весьма специфичный дар и сподручный скорее охотнику, чем врачу. Это как посмотреть. Болезнь Мшен часто выражает себя через запах, особенно если она где-то внутри, в органах. Это, кстати, я согласна с этим. Честно сказать, совершенно не понимаю, как можно вырасти в этом городе и чувствовать хоть какое-то амбре, кроме запаха пота. Мне слишком мешает бремя образования и ученая степень. Вам лучше принимать это в расчет, если уж нам придется работать вместе.
Я не всю жизнь тут провел. Учился в медицинском, только на днях приехал. Ах да, у вас же образование. Артемий Бурах — человек между мирами. Удивительно, как у вас уживаются шаманские практики и твердое знание. Возможно, это именно то, чего не хватает тебе, Эмшен. Ты чужак тут, это сильно тебя ограничивает. Я мог бы помочь. Так, давай, договорились. Когда нужно будет по запаху выследить раненого тарбаганчика в степи, я обязательно к вам обращусь. Нет. Еще один врач и правда не помешает, но ваши степные практики, боюсь, могут стать проблемой. Пациентам вряд ли понравится, если вы будете их обнюхивать с ног до ног, как шпик. Похоже, мои отношения с запахами так впечатлили тебя, Эмшен, что ты теперь еще сутки будешь шутить об этом. Твое право. Но помни главное, я местный, и мне позволено вскрывать тела. Тебе нет. Что ты будешь делать с этим? С чего вы взяли, что мне нельзя вскрывать тела? Таков уклад. Вскрывать чужую плоть на этой земле может лишь знающий линии, наследник долгого Таглура. Господи Иисусе. Кого? Так, у меня от ваших порядков уже мигрень. То нельзя. Я сегодня с кровати встал с левой ноги. Какое наказание мне за это полагается? Так, опять карту местный-не местный решили разыграть. Не надоело? Так, это на каком языке сейчас было сказано? Он мне непонятен. Еще один довод в пользу того, что мы не сработаемся. Нет, давай вот это. Дело не в этом, Эмшен. То есть не только в этом. Знание линий в наших краях священно. Только особенным людям позволено погружать руки в тело, живое или мертвое. Нарушитель ждет наказания. Кстати, такой уклад вроде раньше был, где-то в Средневековье примерно, когда особо не было хирургической практики, еще не вскрывали эти самые тела. И это вообще считалось чем-то очень ужасным. Так, какого рода наказание на костре сожжете? Так, что ж, хороший довод, я об этом не думал. Скрывать тела действительно придется, но зачем это вам? Мой город гибнет у меня на глазах, мой отец уже погиб, я не могу просто смотреть. Благородно, но я должен предупредить вас, борьба за город будет непростой, если мы проиграем, а мы проиграем. Вопрос лишь будет в количестве жертв, нас будут судить, меня и вас вместе со мной, как соучастника. Вы готовы? Готов. Тогда по рукам. Так. Чё, с кем еще поговорить надо? С ними я вроде все решила, да? О, здорово, а ты кто? Не тот борец, что поборол, а тот, что вывернулся. Ага, поняла. Что ни хера не поняла. Здравствуйте, Донковский, я ждал вас. До меня дошли слухи, что вы не одобряете тот метод вакцинации, к которому мы вынужденно прибегли. Хочу сказать, каким бы он совершенным не был, это лучше, чем ничего. Ваш отец уже успел похвастаться, где вы ее вообще взяли, вакцину свою? Видите ли, у меня были причины изучить быт уклада, то есть наших рабочих, которые мой отец незаслуженно считает зверолюдьми. Это не так. Во время первой вспышки они изготовили кустарное средство от песчанки. А сейчас я взял на себя ответственность издать указ о вакцинации населения. Позвольте я уточню. Вы взяли у степняков какую-то травяную кашку и приказали лечить ею город? Вы рехнулись? Скажите, Влад, у вас есть медицинское образование? Это не риторический вопрос. Ответьте, пожалуйста, где вы учились на врача? Я не учился на врача. Неужели? Но как тогда вышло, что теперь в городе за медицину отвечаете вы? А как быть, если врачи бездействуют, Донковский? Вас днем с огнем не сыщешь. 3 дня в городе, а заняты непонятно чем. Кто-то должен принимать сложные решения. Я взял ответственность на себя. Лечить гангрену подорожникам – это несложное решение, это дурь. Чрезвычайная ситуация не дает вам карт-бланш на оскорбление. Держите себя в руках. Думаете, я бы издал указ, не будучи уверен, что вакцинация работает? Ее испытали в термитнике. Туда вас не пустят. Отец относился к этому, скажем так, щепетильно. Но есть еще кабак Стаматина. Можете проверить там. Уже проверил. И... Танцовщица жива, потому что другая болезнь замедляет песчанку. У нее день в запасе, а потом в землю. Вот как? Это страшно.
Знаете, я ведь каждые пару часов справлялся Ахулан. Мне докладывали, что она в порядке. Неужели указ о вакцинации придется отменить? Копию прислали вам в омут, сожгите ее в камине. Блин, так, передать дела или заменить указ на более разумный и сохраним его старый указ как доказательство того, что это он делал. А тут я не знаю, что решить. Нет, давай второе. Придется заменить указ на более разумный, ваш сохраню. Быть может, вам трудно будет поверить, но я рад. Рад, что руководить борьбой с эпидемией будет врач. Я знал, что занял это место лишь потому, что другие боялись совершать ошибки. Я не хотел бы расставаться врагами. Наверняка нам придется сотрудничать в дальнейшем. Посмотрим. Возвращайтесь в омут, я немедленно распоряжусь насчет переноса штаба. Вам назначат личного секретаря, чтобы упростить бюрократию, он объяснит все нюансы. С этого момента судьбой города будут править ваши указы. Поздравляю, Данковский, и соболезную. Вы делали то, что могли, это храбро, и как всякая храбрость рискованно. Так, отставка младшего Влада есть. Так, что теперь? Тут опять закрыто, да что ж такое? Так, мы можем, что мы можем? Мы можем претендент на роль госпиталя. Один из претендентов на роль госпиталя. Но я намеревался, и без этого намеревался его смотреть. Так. Все нужное для управления городом доставят в дом. Один из претендентов на роль госпиталя. Так, и вот здесь у нас что-то Вороний камень. Может, в Вороний камень сходить? Посмотреть, что там. Дедуля, привет, дорогой. Так, ну, давайте попробуем выйти здесь, авось меня проведет вот здесь через путь, да? Так, а здесь мне не нужно же ложиться спать? Нормально все будет, да? Так. Типа мы сейчас выбираем, где госпиталь будет. Да. Но я думаю, в центре бахнем его, вот здесь вот. Это будет госпиталь, скорее всего. Чтобы он был плюс-минус между всеми районами. Вот. Здорово, юзер. Как дела? Да нормалек, твои как дела? Да, только через... А, нет, через 2 района придется пройти. Мне это не нравится. Город спятил. Но вы, Данковский, вам-то не стыдно? Ой-ой-ой. Подождите, тихо. Страшно мне. Евродроид. Здорово. Так, где мы? О, мы дошли. Хорош. Что у нас тут? За костром кто-то должен присматривать. Стоматин. Вот он. Ты чего тут ходишь, Амшен? Я тебя запомнил. Если хоть один бык пропадет, с тебя спрошу. Да бросьте вы, зачем мне ваши быки? Как я его украду? В карман засуну? А это ты мне скажи. Ходят тут всякие, а у меня потом быки пропадают. Продать тоже не проси, мои быки не продаются. Я Петра Стоматина ищу. Вы, может, знакомы? Ну как знакомы? Здороваемся иногда. То есть я ему сайну, а он кивает. Иногда приходит на быков посмотреть. Такая у него мод. К Вороньему камню ходит.
Значит, к вороньему камню. Вот сейчас сидел под камнем, копался там чего-то. Потом подходит, говорит, нет ли бинтов. А я смотрю, он себе руку распанахал чем-то, кровь капает. Вон, видишь, Эмшен залил тут землю. Куда он дальше отправился, не сказал? Понятно, куда. Он обычно с пастбища в седло идет. Так, седло было что-то там вроде. А что еще за седло? До города кусок такой на севере, у самой реки. У меня там кум живет. Он Стаматин Ахая там частенько видит. Понятно. Так, значит, мне надо куда? Сюда? Ой, господи. Час от часу не легче. Кусил за пяточку. Нет, не надо. Нет, не надо. Блин, я сейчас пробегу или нет, поэтому... Блин, меня так бесят эти зараженные... Чего у меня тут загрузка какая-то? Чего? Что? Наступил конец дня, в котором открывает... Что открывается? Где я? А, меня перебросило в дом. Я не могу туда пойти? Поняла. И я не выбрала, где у меня будет госпиталь, да? Блин, что-то я ни хрена не успела. А где омут-то? Что-то не поняла. Умный, логичный, эрудит, но слишком зациклен на своем. Даже не допускал, что может чего-то не видеть. Не понимал, что это за место, куда он попал, на какой он земле. Замечал только то, что ему удобно было. Но мы его и не трогали. Жалко его было. Ты меня слышишь? Надо быть в 2 местах одновременно. В 3 местах. Иначе ничего не получится. Ты меня слышишь? Ты слышишь, что я тебе говорю? Что происходит? Но мы в омуте, поэтому тут что-то со мной тут говорит. Непонятно как-то. Недоступно в конце дня? Прикольно вы это придумали. Пять лет назад, когда болезнь пришла впервые, люди боялись того, чего не знали, а теперь боятся того, что знают слишком хорошо. Как думаешь, что страшнее? Неизвестность или предопределенность? Неизвестность. Ты гость, ты не видел первую вспышку. Тебе страшно, но ты не чувствуешь обреченность, которая приходит за теми, кто уже встречался с ней. Все они верят, что если ты встанешь у руля, то мы проскользнем меж рифов. Напрасно, меня одного не хватит на все. Я сам сказал коменданту, что первым делом нужен госпиталь, но так и не решил этот вопрос. Вот и я всегда забываю все важные дела. Чем важнее, тем вернее забываю. Но ты-то совсем другой. Внутри тебя. Чего? Ты-то совсем другой внутри. Ты теперь будешь злиться на себя. Буду, честно говоря, уже начал. Было бы так хорошо, если бы ты приехал раньше. Летом или даже весной.
Мы посмотрели бы на звезды, вспоминая, как омут не стал обсерваторией, бродили по улицам. Я показала бы тебе свои любимые дворы, но ты приехал осенью, к самой чуме. Значит, звездам и дворам придется потесниться, уступить время делам. Чтобы время звезд и дворов снова наступило, хоть для кого-то, сначала город должен выжить. Как будто вещи живут. Недоступно, да? Ну ладно. Да, мы реально зафакапили госпиталь. Мы не успели в конце этого прийти. Тю. Серьезно. Перемотать время. А мы назад будем его мотать или вперед? Я что-то не поняла. Так, ну мы, походу, новый день переживаем, да? А чё, у меня все мои исследования кончились, что ли? Блин, ну это вообще будет, конечно, прикол. Да, я снова в третий день вернулась, чтобы открыть госпиталь. Так, новая рецептура. Аптеки закрыты, а запасы на исходе. Но со своим оборудованием я смогу создать почти все необходимое. Так. Здесь я могу создавать лекарства из найденных материалов. Что-то сложное создать не выйдет, но из 2-3 ингредиентов что-то дособеру. Главное не действовать бездумно. Если ошибусь, потеряю все, с чем работал. Лучше сверяться с записной книжкой рецептов на X. Так, ну у меня здесь есть бромид, каламелин и стрихин. Остальное я не покупала, да? Так, что у нас здесь? Заправить прототип. Но у меня нет на него ингредиентов, да? Так, подготовить заряд, проба. Но у меня нет ингредиентов для этой всей херни. О, господи. Меняться. Бычья желчь. Экстракт сафьюра, новокаин, белладонна, спички. Как будто бы я бы спички поменяла. Еще надо. Да, мы можем его переиграть, но только если у нас хватает осколков зеркала. Для этого мне нужно встречать и разбивать зеркала. Кто-то помер? Это я? Вот лежит человек. Он принес вам время. Было бы милостью принять его дар. Кто вы? Я смотритель собора. Что вы здесь делаете? Вам нужно забрать время этого человека. Его зовут Леонтий. Ему остались считанные часы. Он мучительно за них цепляется, но все равно не может удержаться. И есть лекарства, которые помогут отпустить эту хватку. Песчанка причиняет невыносимые муки и, кажется, неизбежно ведет к смерти. Может, эвтаназия и правда милосердие. Человек страдает, потому что надеется удержать свои последние минуты.
И если избавить его от надежды и боли, он умрет спокойно, и эти минуты достанутся вам. Чтобы избавить от боли, нужно ввести верную дозу препаратов, ни больше, ни меньше. Машинерия собора работает, у меня есть с собой немного препаратов. Возьмите. Машинерия собора? Наш собор производит время. Он позволяет его и улавливать. Вы ведь знаете уже, внутри есть рычаг, который позволит починить сосуды для амальгамы, когда те ломаются. Сосуды для амальгамы? В теле есть сосуды для крови, а есть для амальгамы. Они несут красное прошлое, другие серебряное будущее. Вы не знали? Я лишь рассказал про милость. Проявлять ее вы не обязаны. Если эвтаназия не только милосердна, но и принесет мне пользу, как к ней стоит прибегать. Вы найдете обреченных в чумных кварталах. Они лежат на земле и оплакивают свою судьбу, отказываясь в нее верить. Придите к ним и заберите их время. Ни хрена себе. Откуда вы это знаете? Я смотритель собора. Лаконично. Всех не спасти. Время этих несчастных еще может сослужить службу. Нужно лишь подобрать правильную дозу апатиков, пока их сердце не перестало биться. Я могу извлечь амальгаму только при безболезненной смерти пациента. Слишком малая или слишком большая доза, и я пострадаю сам. Здорово, Илюшка. А что ему нужно вколоть? Я не понимаю. Я не понимаю. Так, ладно, что у нас по квестам? А, нет, смотрите, у меня все осталось. И мы при этом в 3-м дне? Как странно. Оно наложилось? Привет, кошак. Я не знаю, я пока бегу по чумным районам, у меня тревожность просто в какой-то, я не знаю, во что выливается. Мне кажется, у меня сердце так стучит, что я сейчас просто охерею. Я не туда пошла? Да вроде ж туда. Нет, походу не туда. Зарядов у нас сколько? А, хрен его знает, давай глянем. 3. 3 осталось. Заряды не рисаются. Заряды надо делать. Так. Зеркал нету случайно? Какой-то чувак. Хочу с главным поговорить. Марк Бессмертник, импрессарио, режиссер местного театра, вся жизнь театра и так далее. Очевидно, человек, столь же образованный, сколь и пресыщенный собственным умом, склонный слишком многоуровнево воспринимать реальность. Думаю, он не сказал мне ни единого слова серьезно. Я один здесь, живой. Crimson Desert еще? Как хорошо, как хорошо. Но его вот под вопросом могут дать ключ или нет, потому что у Crimson Desert, походу, будет в
в нашем регионе, скорее всего, издатель будет Fogame, потому что Black Desert вроде они издавали. Вот, возможно, его в Стиме не будет. Но это только для РУ региона, скорее всего. Но опять же, тоже под вопросом. Цена кусается? А что там, сколько? А вот это у нас гость на нашей репетиции. Или же участник. Данковский, что вам угодно? Мне поручено найти место под госпиталь. И вы решили заглянуть в театр? У вас есть чувство юмора? Здание очень похоже на актеров. В тяжелые времена им приходится менять роли и переучиваться. Госпиталь в театре, в этом есть своя поэзия. Но с какой стати я должен согласиться? Это в рублях сколько, прапор? Так, а вы только представьте, какой потенциал для импрессивного спектакля. Зрители будут не в креслах, а в койках. И между рядами будет ходить не режиссер, а сама смерть и бросать кости, случайно выбирая своих актеров. Когда я шел сюда, я взвешивал варианты, как буду убеждать вас. Думал надавить, запугать, но лучше скажу честно, я в отчаянии. Вы можете отказать, но учтите, если город погибнет, наверняка назначат трибунал, и ваш отказ сейчас будет стоить вам свободы в будущем. Да ему похер на эту свободу. Первое давай. Звучит заманчиво и выдает в вас дилетанта. В театр Данковский приходят с фантазией. Зрители любят игры, потому что они безопасны. Зрители любят смерть, но только когда им, зрителям, ничего не грозит. А если тут все пропитает отнюдь не бутафорская кровь, кто сюда пойдет? Так, но если сегодня не будет госпиталя, завтра у вас не станет зрителей. Считайте нашу сделку инвестицией в зрителя. Если они не лягут тут, они лягут на кладбище. Для кого это все тогда? Мой ангел, наклоняясь над колыбелью, сказал: «Живи на свете существо, исполненное радости, веселья, но помощи не жди ни от кого». Давно заметил за людьми культуры, когда вас загнали в тупик, и вы не знаете, что сказать, вы цитируете, прикрываясь строчками текста, но стихи тут не помогут. Широко распахнулись все театры, и зритель бледный, страшный и сметенный боль обнажал сквозь взрыв рукоплесканий. Рукоплесканий, господи, блядь, не могу выговорить слово. 5000 надо? Уф, многовато, конечно. А что дает Делюкс? А что еще тут? А что тут еще скажешь? Даже суфлер застыл в немоте. Черт с вами, Данковский, открывайте свой госпиталь. Добро пожаловать на сцену. На сцену? Что ж, постараюсь не дать зрителям умереть от скуки. Не мой, наш. Так, мы открыли госпиталь. Так. Там вон смерть стоит, да? А что мне теперь с ним делать? Отменяется. Да в смысле, наоборот, начинается, а не отменяется. Набор сбруи? Ну и нахрена она нам? Вы, я не ослышался. Вы только что постановили закрыть театр и оставить нашу труппу без надежды на хлеб, а добрых жителей города без зрелищ? Если у вас есть на примете более подходящее помещение под госпиталь, я весь во внимании. Собор, термитник, да хоть многогранник. Да разве мало в городе просторных вместительных сооружений? Но почему-то вы решили прийти именно в театр. Ваш клюв вам не жмет? Насмешка, как низко. Я ему душу нараспашку, а он насмехается. Спокойно, никто не насмехается. Мне интересно, почему вы в костюме птицы? Реквизит как реквизит. Используем для постановок. Вы же не думаете, что мы тут в повседневной жизни так ходим? Ткань плотная, маска с клювом способна защитить дыхательные пути. И много у вас таких костюмов? Это не клюв, это коготь. Считайте, указывающий перст. И этих перстов у нас хватит для массовой сцены.
Прекрасно, именно такая сцена мне и нужна. Решено. Костюмы эти используем в качестве защиты от чумы. Не только театр хотите у нас отобрать, но и реквизит? А вы представьте, что это очередная пантомима. Злобный врач-деспот забирает реквизит у бедных актеров. Вы же актер, играйте. Так. С этим мы решили. Так, блин, зеркал так и нет. Я не вижу зеркал. Как мне во времени возвращаться? Это вообще прикол какой-то. О, сундук. Нам говорит, покупать-то я планирую. Может, они в домах находятся? Здесь в дома не зайти. Здесь не настолько открытая карта, как была в прошлой части. Там много где было, можно где было побегать. Что-то, вот эти мусорки все можно было полутать. Вот. Здесь такого нет. Так. Подождите, а это третий день. Мы должны были быть во втором же, нет? Мне кажется, мы должны были быть во втором дне, а я в третий бахнула. В кои-то веки удалось коту с печки спрыгнуть. А нет, те же разговоры. И то лапки отшиб. Да, вчера была удачная ночь. У нас разве была возможность откатить время до второго дня? Вроде нет. Это вы. А смысл? Планы, как и тени, исчезают с заходом солнца. Ваш внезапный пессимизм неуместен. Бессмертник согласился отдать свой театр. Театр? Спасибо большое за рейд. Почему-то у меня... Всем здравствуйте, ребята. Алисик, спасибо большое за рейд. Всем здравствуйте. Меня зовут Леонора Юрьевна, и мы здесь трогаем новинки. Вот сейчас потрогаем чуть-чуть Pathologic 3, потом покушаем, потом посмотрим карантинную зону. Короче, все в новинках, все в новинках. А вы чем занимались, рассказывайте. Вы курите? Блин, ну на здоровье, как говорится, курите, курите на здоровье. Так, ну давайте с вами поздороваемся, кто у нас там прибежал. Так, инфракрасный чел, привет. Алёшаик, здорово. Злой бухой? Или злой... Не, ну да, злой бухой, наверное. Привет, Зодиак. Так, сложно читаемый ник, который Психчик? Психчик? Хреново. Привет, Акита, ББ-лох. Блин, ненавижу, когда такое пишет. Это ужас. Мне реально хочется отвечать в ответ тоже ББ-лох. Ай, кошмар, кошмар, кошмар. Псичик? Псичик. Вот так вот. Вот так вот. Дожили. Ну, короче, здравствуйте, добро пожаловать. Надеюсь, вам у нас понравится. Так, мне представлялась скорее крепость, хотя, пожалуй, драме нашей гибели к лицу большая сцена.
Сейчас ваша последняя возможность возразить. Чем быстрее мы действуем, тем выше наши шансы. Никаких возражений. Театр так театр. Я сам предложил вам рассмотреть этот вариант. Скажите, что вам нужно. Так, люди, нужны чем больше, тем лучше. Набор санитаров уже идет. Некоторые добровольцы видели первую вспышку. Полагаю, это плюс. К тому же мы ищем всех, у кого есть хоть минимальные познания в медицине. Надеемся разыскать вам компетентных помощников. Вот. Здравствуйте, Псих-13, брата нашел, да? Ой, блин. Я говорила о пациентах, болезнь необходимо изучить. И вот что, Сабуров, мне необходимы те больные, кто умирает от песчанки не сразу, как стаматинская танцовщица. С виду более-менее здоровые, но носители чумы. Простой анализ песчанки придумал еще Исидор. Да, я найду среди санитаров тех, кто этому обучен. Постараюсь к завтрашнему утру все организовать. Больные будут, что угодно, лишь бы остановить это. Надеюсь, еще не поздно. Как думаете? Не поздно. Вы все правильно сделали, Сабуров. Город перед вами в долгу. Так. Все, здесь больше не надо разговаривать. А, нет, смотрите, на второй день можно перевести. На первый нельзя. Я не единственный и повторимый. Получается так. Получается, что так. Так, но здесь мне больше нечего делать, да? Куда мы отправляемся? Все решения о борьбе с чумой принимаются в управе. Здесь у меня остались дела. Какие дела у меня остались? Мне надо отменить указ о вакцинации, что ли? Принят. А как его отменить? Я не понимаю. Здесь у меня еще остались дела. С кем у меня тут остались дела? Я не понимаю. Жесть, здесь некоторые люди попропадали. Что это вообще за комната? Почему она закрыта? Блин, а что ж делать? Говорят, у меня тут дела еще есть в управе. Но я не вижу, чтобы у меня тут какие-то дела были. Я вроде со всеми поговорила. Все полутала. Как будто бы надо какой-то указ отменить или принять наоборот. Вариоляция населения. Иммунизировать граждан новым средством Альгивского-младшего. Утвержден. Эффекты плюс 200 чума. Блин, ну как же его отменить-то? Я не понимаю. Прикол. У тебя остался указ от того челика, который решил лечить людей? В бар сходить не надо? Должен был остаться, я даже не знаю. Артефакт, это самое снадобье. Так. Ну вот, у меня показано, что мне нужно поговорить с младшим Владом. Вот он, я с ним уже поговорила. И больше я с ним говорить не могу. Как странно. Младший Влад отстранен от дела. Мне нужно формально принять власть, чтобы отменить смертоносную вариоляцию. А как? А, вот здесь надо принять? Все, поняла, окей. Не надо третьего? Как не надо? Так, это я прочитала, да? Пока что здесь безопасно. Так, утроба, седло. Кстати, мне в седло вроде надо было, нет? Мне показывают, как будто бы мне в собор все равно нужно сходить. Это странно, если честно. Так, мне нужно, короче, выйти прямо и направо. Прямо и направо. Направо здесь? Нет. Я начинаю кушать хотеть уже. Мне сюда? Да.
Там уже 13-й, так что рано или поздно они расплодятся. Да неприличие. Будьте аккуратны с этими психами. Наплодятся вот это вот, конечно, да. Самое обидное, я не успел пройти ассасинов за неделю. Теперь игру пока что поставить на паузу. И только ресурсы буду фармить. Почему только ресурсы будешь фармить? Что это за яйцо? Еще одно яйцо. Ну, кстати, безопасно прошла, нормально. Я, между прочим, 13-й уже 3 года. Держишь планку, да? Так, мне нужно в собор. Это вот это собор, да? Надо базу уже улучшать на максимум. Так, чего там? Здравствуйте, Даниил, добро пожаловать. Собор открыт для посещения, но есть правила, их всего 3, легко запомнить. Не петь чужие песни, не вносить землю, не тратить время. Насчет последнего, в каком смысле не тратить время? Есть время, собор его производит. Тратить его нужно осторожно и обдуманно. Что непонятно? Ладно, сам разберусь. Так, и что мне тут надо сделать? Осмотреть надо. Я какой-то сосуд восстановила. Я даже не знаю, что я там восстановила, если честно. Ну ладно. Time travel. Угу, поняла. Ни хрена не вижу, господи. Что это? Ну, вообще странненько. Мы ходим по какому-то зданию, трогаем рычаги. Точно ли это можно делать? Так, закрыто. Ну и нахрен я сюда пришла тогда? Что вы тут такое делаете? Пытаемся за считанные дни спасти, короче, поселение от чумы. Вот. Для этого нам дали всякие различные возможности, вплоть до возвращения во времени. Вот. Пытаюсь. Но игра такая, знаете, слишком вомная. Так, идемте в госпиталь обратно. Не в госпиталь, а в дом. Дом. Мизофония, Данковский. Так, мы в омуте, да? Что-то в доме надо. Доживете, куда денетесь? Ну, тут просто вопрос, сколько у нас будет жертв. Так, а как мне здесь принять мою эту... Мне здесь нужно как-то принять свою власть. Я что-то просто не поняла, как. Смешать лекарства. Нет, подождите, мне нужно зарядить прототип. Чем заряжать у меня нет. Замечательно. Анализировать предметы. У меня... Хотя нет, подождите, у меня же есть каша. Почему я ее не могу сюда пихнуть? Странно, ну ладно. Так, лекарства смешать. Что мы можем? Мы можем смешать морфий, валерьяну, воду, стрихин, табак, спичка. Так, что у меня есть? Я могу каламелин сделать. Оно вроде хилит, да? Усиливает торможение.
Творить. Все, больше не хватает. Так. Ну, заряд я не могу подготовить, да? Блин, а что с инвентарем? Ну, полегче стало вроде. Так. Как мне здесь принять... Ой, здорово. Ты меня напугал. Блин, я не понимаю. Что это такое? Кораблик? Испытание в соборе за пределами моего восприятия. Зря я посчитал смотрителя безумцем. Расспрошу его снова. Поняла, потом давай расспросим. Тишины в библиотеке. Что, наверх идти? А что наверху? Ой, все, я в тупике походу, да? О, здорово, ты кто? Курон, дотошный секретарь. Его помощь навязали мне Альгимский. Он принимал посетителей, вел документооборот и больше всех вещей в омуте любил чернильницу. На первых порах мне и в голову не пришла его истинная роль. Смотритель? Мне сообщили, что вы взяли на себя управление городом и планируете спасти нас от катастрофы. Предположим, босс отрядил меня помочь вам в этом начинании, так сказать, организационно. Какие будут указания? Так... Прежде всего, мне важно составить общую картину, сколько у нас осталось дней, в каком состоянии город. Записал. Не затруднит ли вас дать частных указаний обрисовать мне ваш подход к управлению стратегически? Стратегически? Да, у вас есть конкретный план действий? Времени чертовски мало. Судя по всему, городу осталось всего 2-3 дня. Потом он превратится в гекатомбу. Господи, гекатомба? Следовательно, нужно выторговать у смерти время. День, еще 2. Иными словами, сейчас у вас нет четкого плана. Вы намереваетесь импровизировать и постоянно менять указы? Да, ситуация будет меняться ежедневно, а то и ежечасно. Штабу придется подстраиваться. Городу сейчас грозит не только зараза, но и паника. Народ необразованный боится ограничений. Если мы перегнем палку с медицинскими мерами, нас просто поднимут на колья. Вы рассуждаете как человек, у которого есть опыт борьбы с экстренными ситуациями. Это как? Это так? Видел, как студенты ведут себя во время бунта. Умнейшие люди теряют разум перед лицом смерти. Действуют вопреки собственным интересам порой. Иначе было. То есть у нас 2 врага. Эпидемия чумы и эпидемия страха. Записал. Отлично сформулировано. Эти качели нам придется балансировать, где-то сокращать карантинные меры, чтобы люди не взбунтовались, где-то искать способы их отвлечь или развлечь, или иначе пресечь недовольство. Не то город погибнет не в миазмах, но в огне. Отвлечь? Одну и ту же проблему можно решать разными способами. Главное, чтобы в итоге уровень, что недовольство, что зараза, пропускал нас в завтрашний день. Я не буду думать над указами все время, искать вдохновение и идеи на каждом шагу, а подписывать здесь, за этим столом. И в итоге сможете полностью контролировать состояние города. Ах, если бы. Уверен, что в городе будут происходить события, меняющие уровень, что недовольство, что заражение. А мне придется с ними считаться. Кроме того, есть надежда, что получится своими руками очищать чумные кварталы. Что у меня рот не работает. По крайней мере, я попробую. Если получится, это очень поможет. Это хорошо, потому что ресурсы штаба ограничены. Добровольцы, снаряжение, топливо. Будьте готовы к тому, что менять указы придется часто, подстраиваясь ситуацию, компенсируя одно другим. Ладно. Записал. В свою очередь заверю вас в том, вот в чем. Пока власть в ваших руках, любое ваше слово будет законом. Абсолютным законом. Горним? Чё? Неземным.
Любые указания будут выполняться мгновенно. Вам придется задумываться, кто и как их воплощает. Мы будем работать как часы. Надеюсь, посмотрим, получится ли у вас. Что-нибудь еще? Да, вот что. Я займусь сейчас анализом препарата, который младший Влад вводил людям. Сам по себе он опасен, но может подтолкнуть к дальнейшим выводам. А вы отправьте в кабак санитара. Мне нужны образцы крови танцовщицы, там знают какой. Записал. И провальный указ о прививке мертвой кашей надо отменить. Это я сам. Штаб. Управление городом происходит за моим столом. Используйте рабочий стол, отмените указ о вакцинации. Я жив, если жив город. Для этого нужно держать заражение и бунт в приемлемых рамках с помощью указов, а лучше искать и другие способы. Мне дана власть принимать до 3 указов на каждый день. Чем больше я буду изучать город, тем больше способов я найду повлиять на него. Так, мы, получается... Так, идеи. Идеи для новых указов появятся, если я буду выполнять поручения местных. Так... Вариоляция на вот этого. Нет, подожди. Как вот удалить указ? Так, комендантский час, карантин, защита от шабнак. Расставить в здоровых кварталах пугающие чучела. Давай. Так, ой, блин, нет! Ну ладно. Вроде нормально. Карантин... Нет, карантин не трогаем. Все. Значит, мы ставим комендантский час и защитное чучело, да? Пока что этого должно хватить. Принимаем указы, отменяем психов, лечим людей. Жесть, психи, вас отменяют. Что будете с этим делать? Да, господи, он так реагирует, ужас. Ужас. Дети тут? Откуда тут дети? Господи Иисусе. Блин, почему у меня нет моего сундука, куда я могу скинуть весь свой этот самый... Весь свой этот самый... Привет, сексуалка. Актер Корм, привет. Так, ну-ка, мы что-то можем сделать? Нет, да. Так, что тут дети делают? С ними поговорить нельзя. Странно. Бычья кровь еще. Для чего она нужна? Так, сосредоточиться. Тут я оборудовал лабораторию. Нет времени ее разглядывать, все помню и без этого. Нет, давай, тут я оборудовал лабораторию. С одной стороны реактивы. Набор реактивов для анализа. Так, узнать состав глины с ботинка, проверить группу крови, испытать ткани бессмертного, изучить состав убивающий город. Так, так, набор химического синтеза. Пока я ничего, в общем, не синтезирую. Что касается прототипа. Место для заряда. Возвращаюсь к реактивам. Установка для экспериментов. Может быть, получу первый образец вакцины. Так, место для прототипа. Настанет день, когда зарядка к устройству. Чего? Не поняла. Так, к реактивам возвращаемся. Так, достаточно. Все, мы тут все просмотрели. Ничего нового мне не сказали, да?
Так, ну, вообще, я бы, кстати, наоборот, вот это бы сложила. Так, мне нужно... Так, ружо. Ладно, видимо, здесь нельзя доставать. Тимчик, привет тебе, мой хороший. Так. Дальше начинается, если честно, путаница. Так, последствия. Принятые указы повлияли на город. Обезопасить его могу лишь штабом. Выше угрозы, больше опасных районов. Ни хрена не поняла. Ну, окей. Так. У меня какой-то район безопасный стал, да? Что у нас тут? В омуте я собрал небольшую лабораторию. Тут можно изучить гибельное средство. Так я же нажала. Оно не захотело или что? Закрыто. А эти ящики обновляются? Да вроде нет. Не знаю. Во. Изучить. Якобы вакцина, которой младший Альгеймский травил город. Ее изобрели адонги. Говорят, она стимулирует иммунитет к песчанке. И чего? В протокол допроса вносятся лишь те истории, что рассказаны целиком. Вот оно что! И если бросить историю на полпути, ее придется рассказывать сначала. Блин. Так. Нельзя забрать у города вакцину Влада и не дать ничего взамен. Первым делом я исследую его состав в лаборатории. Ошибка младшего Влада в том, что он давал людям либо пустышку, либо неослабленную бактерию, кому и как повезет. В сыворотке младшего Влада содержится культура песчанки. Мое вам почтение, уважаемый доктор. Адрианом меня звать. Я как узнал, что вы добровольцев набираете, сразу первым вызвался. И чтоб непременно санитаром, а не дуболомом. Лечить, не калечить. Одобряю ваше рвение. Я только что из кабака, доктор. На силу туда попал. Так крепко стоматин забаррикадировался, будто штурма ожидает. Надобно сказать, бывали случаи. Да, это Андрей, которого я помню. Бедный Хулан совсем не здоровится, а ведь только что скакала, простите, теленочком. Знобит ее до костей, а жар тем временем резко усиливается. Со всеми предосторожностями брал ее кровушку степную, всю руку исколол, да ей уж не до того скоро будет. Так, то есть я был прав. Хулана изолировали от остальных посетителей. Контагиозность пока не ясна. Так, и все же в ней наше спасение. Ликвор, может быть, подошел бы лучше, но кровь давайте. Заперли ее крепко в дальних комнатах, а вот кровь ее еще горячая. Что вы намереваетесь делать с ней, доктор? Неужели заставите горожан пить? У нас не всякий такой подход уважают. Хотя дикари из термитника, те их и в худших злодеяниях подозревали. Зачем пить? Чего мелочиться? Принимать ванны сразу. Не разувайтесь, я на пороге большого открытия. Скоро выставлю новый важный указ, и для его исполнения потребуются, может быть, любые свободные руки. И давай первое. Так, мне нужно... А где? Чего? Я не поняла. Кровь. Где кровь? Мне принесли образцы болеющей невесты, ее антитела, то, что нужно городу. Пора сварить настоящую вакцину? Что? Сварить вакцину. Мы реально из крови будем делать? Так, новая идея для указа. Первая попытка. Вакцинировать население тестовым... Тестовым, да? Блин, ну... Сомнительно, конечно. А нельзя проанализировать тестовую, не? Ладно, пошли издавать указ. Ой! Ну ладно, нормально. Ой, блин, плюс 150 бунт. Ядрить твою налево. Ой.
Так, что мне надо? У меня ничего больше нет, как странно. Ну, то есть мне говорят, что мне надо с младшим Владом поговорить. Но я же с ним говорила. Блин, неужели оно залагало? Никогда не один. Всюду вещи. Как мне выходить? Правильно, сюда. Ты прямо активно указы принимаешь, как бы что ни случилось. Их можно отменять. Вот это вот осуждаю. Так, а тут я пробегу или нет? Ладно, давай сначала сюда. Блин, антиваксеры проснулись, говноеды. Что-то кашу эту они галимую жрали как не в себя. Может, воды? После посещения собора обычно очень хочется пить. Так, почему вы не предупредили? И все испортить? Нет уж, посетитель должен сам все испытать, таковы правила. Надеюсь, вы не пели внутри чужие песни? Нет, не пел. Вы неплохо справились. Некоторые люди от ужаса начинают молиться и поминать своих богов, а это чужие песни, строго запрещено. Но как? Я правда не понимаю, как он это делает. Это странно. Он ведь только что вам буквально показал, как делает это. Хотите попробовать еще раз? Возможно, с этого раза поймете. Нет, спасибо, еще раз не хочу. Я не имею в виду сейчас. Сразу пробовать еще раз запрещено, это нарушение третьего правила, не тратить время. А еще вы обезвожены, и повторный разговор с собором, скорее всего, превратит вас в мумию, сухофрукт. Этот город не перестает меня удивлять. Многогранник, собор, омут. Какие еще чудеса спрятаны в стенах этих домов? Я всего лишь привратник. Это вам надо у сонной группы спросить. Что за сонная группа? Это команда зодчих, построившая город. Фархад строил собор и омут, а улицу проектировала Юлия Люричева. Руководил ими Симон Каин. Вы знали Симона? Какая неловкая пауза. Вы, кажется, не хотите об этом говорить. Поход в собор измотал вас, это нормально. Не забудьте выпить воды. К сожалению, почти все члены сонной группы мертвы. На данный момент остается только Юлия Люричева. Люричева, значит, спасибо. Вам спасибо. Собор стоял закрытым несколько дней, в нем пела скорбь. Я рад, что сегодня мы можем вновь открыть двери для немногих желающих. Почему он был закрыт? Собор оплакивал смерть одного из своих создателей, Симона Каина. На время траурных мероприятий он закрывает свои двери для всех живых. Но почему он открыл их для меня сегодня? Я что, не живой? Я этого не могу знать. Возможно, собор увидел в вас что-то и решил впустить в себя. Я ничего не понял, но все равно спасибо. Новая идея для указа «Остановка времени». Это вы придумали, конечно. Так, Юлия Люричева мне нужна, да? Так, здесь все, выходим. Вот кто будет зачинщиками бунтов, и не говори. Блин, это потрогать нельзя. Так, Люричева вот здесь, да? Ну, давай сначала к этому сбегаем. Так, 3, да? Мне надо сколько? Как пробежать? Просто прямо. Просто прямо по кустикам. Она меня вроде здесь почти не трогает. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы у меня была мания, чтобы я быстрее бежала. Но пока что, видимо, это не особо возможно. Меня пугают эти яйца, или это гнезда, или что это? Че, через 10 минут идем кушать, да? Блин, но игра сложная, реально очень сложная. Здесь так нужно думать, причем думать надо очень быстро. Я не люблю думать быстро.
Ну, по крайней мере, поначалу. Ты пока к этому привыкнешь, это очень-очень сложно к быстрому темпу привыкнуть. Тишины бы. Тишины, тишины хочу. Блин, мужик, мне с тобой надо поговорить, а ты почему-то не говоришь. Что за фигня? Ну, что за дичь? А-а-а! Если бы не жесткий лимит по времени, я бы в бар сгонял. Так там уже все сделано, там уже оттуда кровь принесли, и его посадили на карантин, типа. Ай, ну вот он мне нужен, а я не могу с ним ничего сделать. Я не понимаю, у меня забагался квест или что? Или это просто постоянная, типа, показана, постоянная указка? Ладно, пошли отсюда, короче, потому что я не понимаю. К этой кассе не подойти. Почему-то. Ужин, ужин, ужин. Так, вечером должен, кстати, сюда мясник прийти. Вот. И нам нужно будет его взять с его запахом. В смысле, не запахом, а чуйкой. Вот. Он очень кайфово чует болечки всякие, да? Вот. И... может мне помочь, я думаю, очень сильно. Так... Где-то вот здесь женщина. Это... Где она? Вот в этом здании? Так, там вон женщина. Куда ты всех завела, Юлия? Думаешь, ты не виновата? Чертов город не имеет смысла. Это схема земли. Что за хаос? Грабители, мародеры? Ну, тут лутать нечего. Увы и ах. Да? Сигареты у вас не найдется? Не курю. Жаль, в городе совсем закончились сигареты. Не достать. Я без табака уже буквально лезу на стену. Я был в соборе, мне сказали, с вами можно обсудить то, что я там увидел. Собор. Почему-то я так и подумала. И этот привратник, у меня от него мороз по коже. Ах да, привратник. Мужчина с рыбьими глазами. Так... Я бы не подумала об этом. Вы сказали, меня осенило, и правда. Жуткие глаза, жуткие правила, жуткие песни. Не пой, время не трать. Так, вы его знаете. Я бы не сказала, что у него рыбьи глаза, но это что-то нечеловеческое, факт. Занятно, что никто не знает, откуда он взялся. Фархат говорил, что собор сам создал привратник, ослепил его из света и времени. Привратник своего рода переводчик с языка собора на язык людей. Если ты говоришь с привратником, ты говоришь с собором. Мне кажется, все гораздо проще. Человек с метлой просто прибился к собору, долго делал вид, что он за что-то отвечает, и теперь люди привыкли к нему, и все. Я тут дольше вас, и точно помню. Привратник просто возник однажды, и все. У него нет имени, нет памяти, никто никогда не видел, как он ест или пьет. Он просто существует рядом с собором. Мы даже хотели эксперимент поставить, связать привратника и вывести из города, разлучить его с собором и посмотреть, что будет. И как, чем закончилось? Ничем. Фархат умер. Эксперимент так и остался на стадии идеи, а потом Каины все испортили. Они всегда все портят.
А Кайна тут при чем? Сразу видно, вы тут недавно. Все в этом городе, что выходит за рамки правильного поведения, делается из-за них или по их приказу. Если вы говорите с Кайном, будьте уверены, вами манипулируют. Так что лучше не давайте им в руки никаких ниточек. Что у вас произошло? Представьте, что вас наняли ради дела всей вашей жизни, и этому делу вы посвятили много лет. А теперь представьте, что спустя годы заказчик приходит и сообщает вам, что вы не справились. Не объясняет, что именно не так, просто указывает вам на дверь. Именно это произошло со мной 3 дня назад. И правда жестко сочувствую и понимаю вас как никто. И они никак не объяснили свой поступок. Им, видите ли, нужно, чтобы я, цитирую, «прыгнула выше головы». А я, видите ли, на это не способна. Я, видите ли, слишком рациональна. Оно и понятно. Сами они, понятно, выше головы прыгают. Постоянно. Это несложно, когда люди ходят на голове. Теперь они требуют, чтобы я уехала, но я не хочу уезжать. Это мой город, я его создала. Я тут всего 3 дня, и мне кажется, что этот город построен безумцами, а вы не производите впечатление безумного человека, даже наоборот, как так? У нас с вами, я полагаю, разные представления о безумии. Чем вам наш город так не угодил? Как минимум тем, что не отпускает меня. В столице сейчас решается судьба нашей науки, дело всей моей жизни. Я запер тут с вами, город закрыт, поезда не ходят. Даже если я найду поезд, управлять им я не умею. Возможно, мы сможем быть друг другу полезны. Все наши проблемы упираются в семейство Кайных. Не очень понимаю, как вы можете мне помочь? Мы отрезаны. Карантин. Это так. Уехать можно только по железной дороге, а я знаю одного машиниста. Он Адонг, его называют Горой. Без него вам не уехать, а с ним шанс точно есть. Где его искать и как узнать? Он живет в деревне Адонгов, и его не просто так зовут Гора, поверьте, вы его узнаете. Вы достаточно умны, чтобы понять, как его убедить, он вам поможет. А вы поможете мне. Сейчас никто не посмеет вам перечить. Замолвите слово перед Кайнами, убедите их не высылать меня. Боюсь, у меня нет такой власти. С чего бы Георгию или Виктору вообще прислушиваться ко мне? Я слышала, как Кайны говорили о скором визите известного столичного доктора. Ваш приезд – это замысел Симона, часть уравнения, которое он не успел решить. А, возможно, даже успел. И теперь они связывают с вами свои надежды на его возвращение. Здесь и сейчас вы можете сделать все. Хорошо, я поговорю, но ничего не могу обещать. Так. Лутать тут нечего, да? Так, мы поговорили с ней. Квестов пока что больше нет. Получается, мне в управу возвращаться. Если там сейчас снова не будет никаких заданий, тогда на этом и закончим. Привет, Димулечка, привет, Шаркман. Спасибо большое за 5-й стрим подряд. Вот, это зеркала? Нет? Ну, слушайте, я еще ни одного зеркала не встретила, чтобы разбить и получить осколки. Это вообще прикол какой-то. Так, ну тут так никто и не пришел. Городской судья, брат Симона Кайна. Возьмем коробку, аккуратно откроем и подведем итог. Так, Донковский, снова мы. Снова мы. Снова вы. Чем могу быть полезен? Я был в Неводе, говорил с Юлией Люричевой. Она сказала, вы хотите выслать ее из города. Выслать слишком сильное слово. Мы просто больше не нуждаемся в ее способе мышления. Она свободна от обязательств перед нами. Следовательно, ей нет причин оставаться в городе. Могу я узнать причину? Нет.
Вы просто образец красноречия сегодня. А что еще вы хотите услышать? Могу ответить и более развернуто. Нет, вы не можете задавать мне такие вопросы. Так, лучше? Что если она не хочет уезжать, она хочет остаться? Понимаю, очень горько, когда желание расходится с реальностью, но мир – материя упрямая. Да, блин, просто нельзя ей выезжать, потому что у нас карантин, алло. Да, но из города ее выгоняет не мир, а лично вы, значит, вы можете принять решение не высылать ее. Могу, но с чего бы мне принимать такое решение? Потому что вы попросили за нее? Простите, но этого мало. И потом, почему вы вообще за нее просите? Что такого она вам пообещала взамен? Ничего, разве мне нужна какая-то причина, чтобы помочь человеку в беде? Я думаю, что нужна. Если вы намекаете, что пришли просить за нее по доброте душевной, то это забавно. Неужели вы думаете, я поверю? Я успел вас изучить, это не в вашем характере. Признавайтесь, какой у вас интерес? Мой интерес понять, чем она вам так не угодила. Вы, кажется, забыли, где вы и с кем разговариваете, Данковский. Я принял решение, и никто и ничто не может заставить меня это решение изменить. Это ясно? Срывать обиду на женщине как-то мелочно и некрасиво, не находите? В чем бы ни была ее вина перед вами. Да, эта ваша женщина соорудила здесь такое, что уже 18 человек получили серьезное повреждение рассудка, не в переносном, а в прямом медицинском смысле. Что это значит? Я вам больше ничего не скажу, Данковский. Замечу только, что вы ходите по тонкому льду, по очень тонкому льду. Прежде чем сделать следующий шаг, крепко подумайте. И что вы мне сделаете? Выгоните из города? К чему все это, Данковский? У вас, насколько мне известно, много дел сегодня. Не понимаю, почему вы тратите время на пустой разговор. Неужели ничего нет важнее просьбы Люричевой? Она вам никто, забудьте ее, займитесь делом. Похоже, разговор и правда пустой. Странно, ведь Юлия говорила, что вы самый разумный из Каинах. Выходит, ошиблась. Полагаю, и вы про меня так скажете, когда я перестану быть вам нужен. Люди для вас фигура на доске. Давай первое. Так. С этими вроде поговорили. Так. Ну-ка. Да нет, вроде. О, здорово. За недосугом когда-нибудь без покаяния умрешь. Хотела спросить, удалось ли поговорить с Каином по лицу, но по лицу так и вижу, удалось. Так. Да, к сожалению, сегодня я гонец, принесший плохую весть. Я могу попробовать еще раз или поговорить с Георгием. Нет, не стоит. Не знаю, на что я надеялась. Думала, если они вас главным по чуме назначили, то хотя бы прислушаются. Это ужасно звучит, но я даже рада, что город закрыт. Есть время попрощаться с ним. А вам желаю удачи с побегом. Так, Виктор, кажется, разозлился, когда я заговорила о вас. Теперь мне самому интересно, что за обиду он на вас затаил. Спасибо, хотя пока что я даже не представляю, как можно сбежать из города. Машинист мне действительно поможет, но, кажется, одного машиниста мало. Виктор сказал, что вы устроили какую-то каверзу, и из-за этого 18 человек повредились умом. Что он имел в виду? Не знаю, я впервые слышу об этом. Он был на взводе и, кажется, проговорился о чем-то, когда я переспросил. Он ощетинился и отказался говорить дальше. Скажу честно, я была лучшее мнение о нем. Виктор казался разумным Каином, единственным по-настоящему здравомыслящим из них. А теперь он просто выдумывает факты обо мне. Печальное зрелище. Второе. Так, без покаяния нет прощения. Так, мы закончили эту ветку, да? У нас, получается, осталась только вот эта ветка. Ну и она, походу, забагалась. Я не знаю, что делать. Аноним Друид, привет. Спасибо большое за сердечко. Ну, типа, мне нужно поговорить с Владом, а он у меня неразговариваемый. Хотя, может, попозже можно будет поговорить по времени. Но у меня тут квестов уже никаких нет. Я даже не знаю, куда мне сходить. Только если в театр, в госпитале, там посмотреть что-то. Так, госпиталь же у нас вот здесь, да? Можно дотянуть до 11 или 12 вечера и сходить в управу. Можно, да.
Можно еще тут с каждым прохожим говорить, они явно что-то скажут. Вот, как какие-нибудь наводки, может быть, или там что-то типа того. Но на это тратится время. Так, пошли в театр, посмотрим, есть ли тут кто-то, сделали ли здесь уже госпиталь или нет. Что-то как-то нет. Странно. А когда сделают? На следующий день, что ли? Пришел в театр, а его выгнали? Какой же это госпиталь? Там людей не лечат, их там изучают. Это экстренный госпиталь, он для того и нужен, чтобы болезнь изучать. Ты мне голову не морочь, слышишь? Если там людей не лечат, так называют тогда по-другому лабораторией или штабом. Вы тоже в управу идете? С чего бы? С утра какая-то шумиха в городе, говорят, все семьи в управе собрались. Что-то происходит, знать бы, что и к чему. Скажу, посмотрю. Ну, то есть они дают наводки, типа, что делать, да? Но толкового ничего нет. Блин. Я даже не знаю. Видишь теперь, сколько тайн скрывает земля? Вижу, вижу. Так. Все, я не знаю, что делать, у меня тупик. Ну, типа, либо время ждать, либо чего. Это что тут за палатка у нас? Которую меня не пускает, лол. Если вы на вакцинацию, то поздновато спохватились. Сегодня больше не прививаем. Почему? Вакцина закончилась, больше не подвозят. Все вкололи. Что делать тем, кто не успел вакцинироваться? Увы, ничем не могу вам помочь. Вакцина совсем вышла, все вкололи. Но там с утра распределили... Что там с утра распределили? Потом еще дважды подвозили и тоже все вкололи. Нет вакцины, совсем нет. Может, в других пунктах еще что-то осталось? Поспрашивайте. А если ваши коллеги тоже ничем не смогут помочь, тогда постарайтесь дожить до завтра и приходите пораньше. Кто рано встает, тому вакцины достает. Чудесные советы. Они очень помогут всем, кому не досталось вакцины. Вас послушать, будто вы лично против вас злоумышленничаем и вакцину под сукном таим. Обрызгаться ядом я вас попрошу в другом месте. Так. Блин. Ну тут только вот поговорить с ним. Блин, прикол какой-то вообще. Как можно избавиться от очага заражения? Его надо исследовать. Вернее, к нему нужно подобраться и взять пробу вроде. А как его уничтожить, я не знаю. Вот, не могу подсказать, к сожалению. Мне там настолько тревожно, что я туда даже не лажу. Вот, я просто пробегаю и все. Так, куда мне? Мне сюда.
Но здесь пока никого так и нет. Ну все, видимо. Наигралась. Братан, ну поговори со мной, ну пожалуйста. Ты забагался, походу. Ну, видимо, на этом на сегодня точно все. Почему-то я больше ничего не могу сделать. Вот. Потом, может быть, попробуем, может, еще что-нибудь решим. Так, напоминаю, что завтра мы будем в Телеграме. У нас закончится старый розыгрыш, и я запущу розыгрыш Pathologic 3 в Телеграме одной копии игры. Вот. Если захотите, можете поучаствовать. Так, спасибо большое всем, кто смотрел. Вот, подписывайтесь, ставьте лайки, показывайте нас друзьям. Это я вас сфоткала. Вот. Увидимся в следующем выпуске. Вот. Наш стрим по Pathologic заканчивается. Мы сейчас делаем перерыв на покушать на полчаса. Не-не-не, Виторио, это я говорю для ВК и Ютуба, что запись заканчивается. Вот, поэтому... Я проговариваю так, как это, видео, соответственно, конец видео, вот, и за все. А стрим-то продолжается. Вот, мы сейчас будем кушать, смотреть видосы на Твиче, вот, так что кто с ВК, кто с Ютуба, можете к нам присоединиться. Где-то через полчаса я снова подрублю, и мы пойдем играть уже в релизную версию Quarantine Zone The Last Check. У нас там осталось еще 2 эвакуации по сюжету, и мы посмотрим заодно, изменилась ли игра с релизом или нет. Вот. Вот так вот.